Здравствуйте, ребятки, всех верующих христиан поздравляю с этим великим праздником. А у нас с вами сегодня ролик по RX 9070 XT. Я уверен, что все это будет работать и на Non-XT, на будущих 9060 XT, ГРЕшках и даже на 7000 серии. Чуть больше месяца я пользуюсь 9070 XT, провел много тестов, подсобрал всю важную информацию по поводу андервольтинга, разгона и все в таком вот духе. Данное руководство можно будет назвать лучший андервольтинг на видеокартах 9000 серии, то есть RDNA 4. Но перед тем как начнем, небольшая самореклама своего бусти. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Начнем с того, что AMD-шка против того, чтобы мы использовали какие-то внешние костыли. Допустим, MSI Afterburner. Если мы его с вами откроем и попытаемся запустить курву, то словим вот данную ошибочку. Остается только закрыть полностью MSI Afterburner. Поэтому давайте кратенько пробежимся по софту. Переходим на производительность. У нас здесь есть три вкладки: показатели, настройка и настройки. Немножко странно, конечно, переведено, но тем не менее. Здесь у нас основные показатели. Справа можем сделать наложение, размер, столбцы настроить как нам больше нравится. На отслеживание. У нас здесь есть подгруппы. Если мы нажимаем вот сюда, у нас будет показываться частота кадров. Можем поставить среднюю длительность и так далее. Здесь будет выведен полностью график. На вкладке настройка. Слева нас встречает глобальная регулировка. Справа мы можем добавить профиль для отдельных игр. Находясь в игре, многие нажимают Alt-Z, переходят на вкладку производительность, настройки, и здесь уже начинают там что-то фурычить. Как пример, мы ставим наш кастомный профиль и задаем энергопотребление, допустим, на минус 10. У нас сейчас мощность 315, наше потребление упало, то есть все сработало. Но обратите внимание, что мы это делаем на глобальном профиле. Когда мы создаем профиль уже в самой игре, CCD-шка, добавить, делаем ограничение, допустим, на минус те же самые 10, и у нас ничего не срабатывает, ничего не работает. Как бы мы ни поставили бы сейчас ограничение, разгон, не разгон, видите, у нас включается все равно глобальная регулировка, как бы в приоритете. Как это исправить? Заранее, перед тем как входим в игру, создаем профиль, производим все манипуляции, которые нам необходимы, допустим, минус там 10, и уже заходим в игру. В таком случае, если мы заранее создали профиль, произвели всю настройку, конкретно к данной игре у нас применится наш профиль. А уже для тестов внутри игры используем только глобальный профиль. И если подытожить, никакой профиль, даже глобальный, не будет сохраняться, если мы производим настройку внутри игры. И здесь у нас есть различные профили. По умолчанию приоритет эффективности, то есть это улучшает энергоэффективность графического процессора с небольшим снижением производительности. Улучшает производительность, ну и наконец пользовательский. По желанию есть разгон ГП. Скажу так, если вам сказать кратко, что это такое, это, знаете, детские шалости. Что у Nvidia разгон ГП это чушь полная, которая находится в Nvidia App. Ты ждешь 20 минут, но тебе разгоняет там чуть-чуть по ядру, на, иди играй. Что здесь? То же самое. Нажимаешь разгон ГП, ждешь, получил смещение сколько? На плюс 100, на плюс 103. Получили смещение. Когда это смещение на данных видеокартах, не знаю как 7000 серия, но само смещение в плюс не идет, в минус идет. Оказавшись в игре, занимаем позицию. Давайте делаем, чтобы у нас побольше было FPS-иков. 63 FPS. Нажимаем Alt-Z. Alt-Z это в моем случае. Я просто привык после Nvidia и решил поменять. Профиль по умолчанию дает нам 65 кадров, 315-320 Вт кушает и температура вон 86 по памяти, по хотспоту 76 и так далее. Нажимаем на приоритет эффективности и наблюдаем на мощность PLGP. Падает где-то до 300.
То есть мы потеряли примерно 10, ну пусть 20 Вт. И приоритет производительности. Здесь вообще интересно у нас картина получается. Потребление 330 Вт, при этом у нас 66 FPS, где-то на 1 кадр больше. Но я считаю, это просто маркетинг. Типа неважно, новичок вы или старичок, я считаю это полной шляпой. Теперь разгон. У нас 350 в среднем. Закрываем. И у нас 320, 350. В общем, все то же самое. Самый лучший профиль это кастомный. Если мы поставим смещение, допустим, пустим на 250, мы ничего не получим. Если вы думаете, что у нас просто ограничение по энергопотреблению, давайте поставим на плюс 10. Применяем. Все то же самое. 3150. При этом у нас очень сильно выросло потребление нашей видеокарты. Далее ставим, допустим, на плюс 500. В принципе, все то же самое. В общем, как вы уже могли догадаться, разгон по частоте не работает. Зато в обратную сторону можем понизить, допустим, минус 200. Минус 500, то есть все это работает. И это, в принципе, для данных видеокарт нормально. Просто почему они изначально не сделали ограничения, я не понимаю. Но что ненормально, так это потребление нашей карточки. Типа 350 Вт это уже уровень 4090. Видеопамять мы не трогаем, потому что, во-первых, она и так горячая, как вы можете наблюдать. Понизить ее, увы, нельзя, меньше чем 2500, только можно повысить. Я проверял, на 2700 работает без проблем, без ошибок и с первичными таймингами, но мы получаем около 1-2 FPS. Вентиляторы можем трогать, и даже, я бы сказал, трогаем. Я обычно выключаю 0 оборотов в минуту и ставлю галочку на расширенное управление. Здесь нажимаю точная настройка и задаю значение. Мне понравилось, чтобы минимально по шумам можно ставить 25-20, допустим 25. Здесь, к примеру, около 30-35, далее 42-48, ну и здесь где-то 52-55. Но все, конечно же, индивидуально. И теперь у нас остались две самых важных настройки. Это смещение напряжения и ограничение энергопотребления. Для того, чтобы нам разогнать видеокарту, нам нужно будет повысить наше энергопотребление на плюс 10, у некоторых плюс 20, и сделать смещение. Делаем смещение, допустим, на минус 80, и мы действительно повышаем нашу производительность. У нас из 66 кадров вырастает FPS до 69. При этом частота 3200, почти 3300. Но снова же, разгон на данных видеокартах я считаю неуместным. Это можно делать на non-XT версиях. Почему? Во-первых, потому что очень сильно вырастает потребление ватт. Еще раз повторюсь, это уже уровень 4090. Так, что там у меня? Ну-ка не ругайся, дядя. Да все. Ну и рожа у тебя. Слышишь, какие злые люди. В общем, у данной видеокарты есть невероятный, огромный шаг по андервольтингу. Мы можем понизить 100 Вт, потеряв до 5% производительности. Минус 30 по энергопотреблению и минус 80 по напряжению. Применяем настройки и наблюдаем следующую картину. 220 Вт. При этом мы теряем до 5%. Допустим, смотрим вот сюда, у нас 51 FPS. Возвращаем все на исходную, и у нас 54, может быть 55 FPS. То есть это около 5-6% по производительности. Допустим, в Assassin's Creed Shadows мы теряем около 2% по производительности. Но не всегда. Обратите внимание на частоту ядра. 3100 и выше. Это дефолтное значение данной видеокарты. С чем связана такая халява, я не знаю. Думал из-за упора в процессор, но нет. Видюха ведь загружена под сотку. А там, где нагрузка идет у нас на процессор, отличный пример, это «Одни из нас», часть 2. Там мы теряем ровно 0% по производительности. При этом на 100 Вт понижаем потребление нашей видеокарты. Я лично ставлю данный профиль на глобалку, то есть он у меня используется постоянно. Если вы не хотите вообще терять по производительности, у нас есть следующие варианты. В таких играх, как Kingdom Come Deliverance 2, можно ставить минус 80 по напряжению и минус 15 по энергопотреблению. Ватт у нас будет не так много, но зато по FPS мы ничего практически не теряем. И так мы делаем для каждой игры. Допустим, в Assassin's Creed Shadows ставим минус 30 по энергопотреблению и минус 80 по напряжению. В других играх то же самое и так далее и все подобное. Но мне так лично неудобно, потому что нужно будет настраивать каждый раз по-разному. Мне нужна стабильность, чтобы все игры работали на одном вольтаже, как это было у меня с 3060 Ti. Я залочил на 0.900 милливольт при частоте
1920. Возможно, у вас будут вылеты. В таком случае можно чуть-чуть понизить смещение, допустим, на минус 70 либо минус 60. Как вы уже могли догадаться, я рекомендую использовать только андервольтинг. Некоторые вендоры, допустим Red Devil, один из ютуберов поднимал на данных видеокартах частоту по ядру до 3400. Это очень высокое значение. И по его тестам он на 1-2 FPS обогнал RTX 5080 в игре Cyberpunk. Конечно, все так круто, звучит красиво в теории. По факту мы получаем, скорее всего, нестабильную систему. Мы можем поиграть 10 минут, 15, 30, а потом бац, и вылет. Потому что если мы пытаемся разогнать видеокарту или наоборот сделать андервольтинг, каждая игра по-своему чувствительна. К примеру, минус 100 и минус 20 в КЦД2 работает без проблем. Мы понизили потребление ватт и при этом подняли FPS. В другой игре, допустим Warzone, там значения нужно ставить совсем другие. А вот минус 80 и минус 30 уже более чем в 8 играх держатся без проблем. Благодарю за просмотр видосика, лайки, дизлайки приветствуются. Не забывайте про мой бусти, телегу и так далее. Мы там общаемся, решаем различные вопросики. В общем, подключайтесь. Желаю высокого FPS.